осталось много воздушного пластилина с Алиэкспресса, планов на который у меня не было. Я же вам не сказала, где я его использовала. Все началось с того, что после моего видео про облака в смоле мне стали писать сообщения о том, что есть некий воздушный пластилин, который тянется примерно так же, как клячка у меня в видео. Я про такой материал никогда раньше не слышала, поэтому спасибо большое всем тем, кто мне об этом писал. Но в Москве я такой пластилин никогда до этого не видела и не нашла даже после того, как узнала про него. Хотя тот факт, что я про него узнала, не распространяет его по Москве. А если брать покупку в интернете, то я нашла только у одной фирмы, которая продает его по югу России, а опт мне заказывать не прикольно. Оставался один вариант – Алиэкспресс. Именно там я и заказала себе этот пластилин. Он очень необычный по ощущениям, немного холодненький, как бы мокренький, но нет, и очень-очень мягкий. Я помяла его немного и попробовала порастягивать, и он действительно дает подобный эффект. Пакетики, кстати, надо очень хорошо закрывать, иначе он засохнет. Цвета можно смешивать между собой, как в любом пластилине. Я так сделала нежно-голубой. Но растягивается так он сложнее, чем японская белая клячка. Его разрывы плоские, тогда как от клячки они прям облачками получаются. Зато тут плюс в том, что эти кусочки могут засохнуть, и потом при работе со смолой они будут не такими хрупкими, как были у меня тогда, и работать с ними будет проще. Я решила попробовать другие цвета, и вот видите, этот цвет был плохо закрыт и уже засох. Я смешала несколько разных цветов, чтобы сделать облака, небо во время заката. Но пластилин что-то не растягивался почти. Точнее, он просто растягивался без нужных мне облачков. Разница этого пластилина и клячки в том, что когда ее растянешь, она потом стягивается обратно. Видите? Вот сейчас она двигается сама. А пластилин так не делает. Более того, облака можно посклеивать из клячки, собрав несколько кусочков, и они будут такими объемненькими. А с воздушным пластилином так не получается. Тем не менее, добиться эффекта облаков, пусть и немного других, с ним можно. И раз уж мы с вами заговорили о цветных облаках, я решила попробовать окрасить белую клячку. В этом мне помогут перламутровые пигменты. Надеюсь, помогут. Хорошо то, что клячка продолжала растягиваться в облака, но вот цвет особо не был виден. Наверное, в связи с тем, что я просто мало пигментов сыпала пока. Но это факт. Облака можно сделать розоватыми. Клячка от пигмента становится заметно тяжелее. Перламутровость незаметна совершенно, поэтому если кто будет подобным заниматься, берите яркие насыщенные цвета. И раз уж я сделала столько облаков у себя на столе, попробую сделать и кулоны. Что облакам пропадать. Я возьму вот такую силиконовую форму, из которой можно сделать вот такое сердечко. Вот такая, вот такие, вот такое, это прям мои любимые слова, особенно после видео про фурнитуру. В прошлый раз я столкнулась с проблемой образования пузырей под облаками, если работать по слоям в силиконовой форме. Но теперь я нашла решение этой проблемы. Облака надо заранее окунуть в смолу, убрать все пузыри и засушить это. И тут неважно, используете вы УФ-смолу или эпоксидную. А дальше уже эти капельки вкладываются в смолу в форме.
Когда наливается новый слой смолы, он полностью скрывает капельки, и можно не переживать, что это наша с вами уловка проявится. Заднюю часть кулона я решила сделать розовой, но это было так необдуманно. Нежные розовые облака на ярко-розовом цвете. Они же наоборот будут казаться белее, и не будет видно их этого нежного цвета, он просто потеряется. Как я об этом не подумала. Чтобы подчеркнуть их этот нежно-розовый цвет, надо было все делать на белом фоне, но мне тогда показалось это немного странным, типа, где белое небо бывает и как это вообще может быть. Розовое небо, конечно, тоже бывает в редких исключениях. Ладно, абстрагируясь от этого факта, можно сказать, что в принципе получилось неплохо. И самое классное то, что сработал мой прием с облаками в капельках в смоле. Вот это прям компенсирует. Прям то, ради чего стоило снимать это видео. Весьма забавно читать то, что написала довольно давно. Текст для этого видео я действительно давно написала. Я использую этот пластилин в следующем видео. А это видео у меня уже давно есть на канале. А еще я назвала это видео экспериментом в формате мини-видео. По-моему, вполне себе полноценное видео получилось, содержащее неплохие советы. Так что, надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Большое спасибо моим спонсорам за поддержку. Я вас вот так вот люблю. Пока.